Привет, меня зовут Матвей, я из Байпол. Мы продолжаем наше расследование, в том числе на основе информации, полученной благодаря работе «Киберпартизан», рассказывая о преступлениях ранее правоохранительных, а теперь уже карательных органов Беларуси, а также о тайнах преступного режима Лукашенко. Сегодня мы бы хотели вам рассказать о том, как в центре Европы в 21 веке ради сохранения власти в руках одного гражданина руководство так называемой народной милиции официально внедрило пытки как основной метод работы, придав им фактически силу закона. Друзья, подписывайтесь на наши каналы в YouTube и Telegram, ставьте лайки и пишите комментарии, а также не забудьте подписать на наши каналы своих друзей и знакомых. Ваша активность помогает продвижению видео, а значит, все больше наших сограждан сможет узнать правду о преступном режиме, захватившем власть в Беларуси. Чтобы вернуть в страну законность и правопорядок, присоединяйтесь к мобилизационному плану «Перамога». Помогите нам распространить эту информацию. Чем больше нас примет участие в реализации плана, тем скорее наша страна избавится от диктатуры. Ну что, поехали! Как известно, страдание одного человека – это трагедия, а страдания тысяч – уже статистика. Поэтому в современной Беларуси, находящейся под гнетом диктатора, вряд ли кого-то можно удивить рассказами о нечеловеческих условиях содержания в изоляторах временного содержания и центре изоляции правонарушителей. Подобных свидетельств в интернете только за год нашей революции появилось огромное множество. В ответ так называемая власть сперва молчала, потом назвала эти свидетельства фейками, сдабривая все это пропагандистскими вылазками в печально известный центр изоляции правонарушителей на Окрестино. Кого-нибудь в этой камере били? Нет. Здесь никого не били? Нет, здесь никого не били. Абсолютно. Здесь в этой камере били? Нет. В камере нет. Здесь кого-нибудь били в камере? Никого не били в камере? Кто-нибудь, мужики, в камере били здесь? Нет. Не били никого? Я спрашиваю, кого-нибудь били в камере? Нет. Никого здесь в камере не били? Нет. В камере никого не били? Нет. Просто не бежать. Может, где срубят, щепки это надо. И лишь спустя год всем недовольным условиями содержания в изоляторе на Окрестино официальный представитель Генеральной прокуратуры Брылев Дмитрий Владимирович цинично посоветовал обращаться в соответствующие органы. Вот только эти соответствующие органы, цитирую, в ходе проведения проверки нарушений норм действующего законодательства в действиях сотрудников ЦИП не выявили. Конец цитаты. Именно такой ответ за подписью первого заместителя начальника ГУВД Мингорсполкома Подвойского Игоря Леонидовича получают белорусы в ответ на многочисленные жалобы. Впрочем, а стоило ли ждать другого ответа от бандитов, захвативших нашу страну? Разве способен обезумевший диктатор или его прислужники, которые вот уже 27 лет уничтожают белорусский народ, признаться в собственных преступлениях? И разве кого-то удивляет, что подобная ситуация наблюдается не только в Минске, но и по всей стране? В Беларуси нет изолятора, где бы не нарушались права и законные интересы граждан. Гомель, Брест, Витебск, Барановичи и так далее. Повсеместно соответствующие органы контролируют пытки и издевательства над белорусами, о чем неизменно рапортуют на самый верх. Более того, самое парадоксальное, что в системе так называемого МВД имеется специальная служба, которая следит за условиями содержания граждан в ВВСах и ЦИП на Окрестино. Это Управление надзорно-исполнительной деятельности МВД Республики Беларусь, или же просто УНИТ МВД РБ. Бессменным руководителем которой является Никель Сергей Юлианович. Еще не так давно Сергей Юлианович в служебной газете «На страже» говорил:
Условия содержания граждан в изоляторах временного содержания соответствуют всем международным нормам. Вот только Сергей Юлианович не пояснил, о каких именно международных нормах и стандартах идет речь. Не исключено, что под международными стандартами имеется в виду стандарты Северной Кореи. Сергей Юлианович, вы уже готовитесь к комфортному времяпрепровождению в родных стенах. Чтобы вы понимали, именно подразделение Никеля является контролирующим органом, который занимается и занимался распределением людей в ВВСы в августе 2020 года. Также именно это ведомство разработало план действия для специализированных учреждений на время массовых акций протеста под названием «Функционирование участков». Добрый день всем участникам селекторного совещания. Доложите, кто есть на связи. Брест. Дожелать, товарищ полковник, на связи. Полковник Филипп Просеевич, заинтересованный. Витебск. Дожелать, товарищ полковник, товарищ офицер, на связи начальника Нидгородов и личностных отдела. Гомель. Дожелать, товарищ полковник, на связи начальника Нидматарас и заинтересованный. Гродно. Дожелать, товарищ полковник, товарищ офицер, на связи начальника отдела Севко. Минская область. Дожелать, товарищ полковник, товарищ офицер, на связи начальника Ничогу, личный состав. Могилевская область. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начальник НИД Гаврильков и личный состав. Город Минск. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начальник НИД заинтересованные. Уважаемые коллеги, начинаем работу нашего селекторного совещания. У нас на сегодняшний день, напоминаю, что остается открытым приказ по функционированию участков ИВС. Это ВВС Жодина, возобновляет работу в полном объеме, с завтрашнего дня, тюрьма номер 8. Участок ИВС Ленинского РОВД города Бреста на базе СИЗО-7. Участок ИВС Барановичей, СИЗО-6. Участок ИВС СИЗО номер 3, Гомельщина. Тюрьма номер 1, ИВС Гродно. И тюрьма номер 4, ИВС Могилева. Тюрьма номер 8, как я уже сказал, с завтрашнего дня начинает функционировать. Все остальные обозначенные участки должны быть приведены в готовность к приему контингента непосредственно 25 числа. А помимо этого, ИВС Могилевской области, в том числе, по старой накатанной схеме, должен быть готов к приему, людей из города Минска. Этот план был разработан для 16 изоляторов временного содержания по всей стране с целью приема людей из различных городов в первый месяц нашего восстания и их размещения и специальных условий содержания. Также этот план подразумевает взаимодействие с УДИН МВД. В 2020 и в 2021 годах именно УНИД МВД занимался проведением командно-штабных учений и подготовкой сотрудников изоляторов. И именно под патронажем УНИД МВД всех задержанных в Беларуси подвергали пыткам, избивали, морили голодом, содержали в нечеловеческих условиях. При этом управление, возглавляемое Никелем, является контролирующим органом не только для деятельности изоляторов временного содержания, но также для конвойной службы и уголовно-исполнительной инспекции МВД. Последняя, кстати, в марте 2021 занималась профилактическими работами в отношении граждан, которые ранее засветились в протестах. Главной целью профилактики было недопущение появления этих граждан в период с 25 по 27 марта на улицах наших городов. Алло. Юрий Иванович, еще раз добрый день. Добрый. Вопрос есть такого характера. Мы сейчас по команде министра, ездим, проверяем этих протестунов, которые у нас на учете стоят, и принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях. И в частности, проехали Гомельщину, Светлогорск, Октябрьский, Мозырский. Есть вопрос по взаимодействию с прокурорами. Приглашают их, чтобы совместно эти официальные предупреждения выносить. Первый раз они там в январе им выносили, а сейчас команда перед 25 марта была, их всех собрать и вынести. И отказались выносить. Может, как-то вы там их поругаете. Да? Говорят, мы в январе выносили, хватит одного. Тут же чтобы в тренде быть, их учащенно дали команду проверять, чтобы уже там не отказывали, если их просят. Давайте я с Морозовым проговорю, с прокурором области. Сейчас только 3 района, остальные контактные, все нормальные. Кто у нас? Это Светлогорский, Октябрьский и Мозырский.
Хорошо, сейчас я звонюсь. Ну, спасибо. Но это еще не все. Самое поражающее в этой истории – это то, что алгоритм, по которому начальникам изоляторов вменялась обязанность менять режим содержания административно задержанных для закручивания гаек, а попросту говоря, содержать граждан в нечеловеческих условиях, равноценных пыткам, разработал лично министр внутренних дел Кубраков Иван Владимирович. В качестве доказательства приводим фонограмму общения начальника УНИД МВД Никеля Сергея Юлиановича с начальником ОНИД УВД Гомельского облисполкома, подполковником милиции Матарасом Алексеем Адамовичем. Да, Никель. Здравия желаю, товарищ полковник Матарас. Здравия желаю. Смотрю, звонили. Да, как у вас там с этими содержантами обстоят дела? Что вы там посмотрели? Посмотрели, где они содержатся, определили 5 камер. То есть, они содержались у нас первоначально с лицами без определенного места жительства, чтобы, скажем так, вонючее и все остальное такое было. Но так как что-то там по алгоритму написано малокамерки, определили одноместные, двухместные, чтобы они были возле выхода, возле туалета однозначно, и на 2-м этаже. Потому что первый этаж привилегия, поэтому на 2-й этаж, чтобы заселить, чтобы похуже было. Определились 5 камер, с которых, то есть, будем их курсировать, переводить с одной во вторую, периодически каждые 24 часа менять, как и прописано. Определились, кто будет выводить, кто будет конкретно закрепили сотрудника, который будет за этими лицами, там у нас 5 лиц содержится, будет отвечать, то есть постоянно будет отвечать, и, из числа офицеров. Определились, составили распорядок дня, разработали дополнительно к распорядку, который уже был. Этот распорядок вечером разослали всем сотрудникам ИВС и дополнительно обзвонили начмобов, где содержатся лица наши. Кроме этого, определились по их выводу помещений, что как, куда будем убирать постельные принадлежности. Только по постельным принадлежностям там написано, что убирать, но определились, что они будут забирать, только матрасы носить не будут, а то будет в наручниках будут идти, милиционер будет нести матрасы. Матрасы оставляем, а переселяем их в постельными принадлежности. Только речь идет о том, что вообще там матрасов не должно быть. Их вообще не должно быть, матрасов. Голая нара. Нет, так это днем, да, так а их убирать, когда вообще, их переносим... Я еще раз говорю, всех вообще не должно быть матрасов ни днем, ни ночью. То есть они должны на голых нарах пребывать, как в условиях ШИЗО. Это и административников, так, я так понимаю, административников тоже тогда применяется? И так? Административников, и этих товарищей, которые, проходят по этим делам. Так а что, просто им белье давать? Ничего не давать. Ни белье, ни матрасы. Да. В камерах вообще этого не должно присутствовать. Так, а там же написано, товарищ полковник, белье выдается с 6 Там внимательно читайте, да. Вот этот перечень в пункте 3.2, который поддается коррекции. Понимаете? Поэтому еще раз говорю, что там не должно быть ни белья, ни матрасов. Голые нары. Все, я понял, сейчас тогда будем дополнительно вводить, потому что... Голые нары. Это надо просто обзвонить всем в устном порядке рассказать. Потому что в документе там так написано, оно можно двухсмысленно читать. Вот. И вы поняли так, как не надо понимать. Я понял, сейчас тогда мы эту корректировку несем. Значит, корреспонденция, которая, приходит, уходит, она и не приходит, и не уходит. А мы ничего не выдаем, мы и так не выдаем. Мы прогулки нет. Отлаживаем и все. Прогулки нет, эти передачи, минимум вода, сухари, на последний день содержания 1 раз за все время пребывания. Вот. И все остальные моменты, то, что я там раньше рассказывал. Но основное вот это. Товарищ полковник, разрешите вопрос по передачам. По передачам, я так понимаю, мы берем минимум, потому что они заявляют, но... мы за 1 раз содержание, 1 раз им передачи даем, но в минимальном пакете. Да, у нас, если они начинают, скажем так, как было в Лельчицах, начинают носить передачи, мы организовываем сопровождение и их перевозим на Ровлю, чтобы ездили туда родственники и все. Они потихоньку объявляют голодовку. Мы уведомляем прокурора и говорю, пускай
свозим в другие рейды. У нас не запрещено перемещение по области, поэтому мы практикуем такое. Если только ты заявляешь, что объявил голодовку, все, значит, что другой ИВС поехал. Да. Давайте так. Ну, как бы действовать. Ну, чтобы не насилие, потому что родственники начинают основания для передачи. Мы говорим, хотите, едьте. Вы только приезжаете, тот ИВС, мы отказываем, мы сразу берем конвоиром и везем другой ИВС. Конвой у нас как бы сопровождение есть, силы и средств хватает, поэтому будем возить, пока будут ездить, чтобы не дошло до них. Пускай через деньги, как бы руководство дало команду, чтобы они не питались, пускай, как вы говорите, водой, сухарями питаются. Нет, не устраивает, пускай дома сидят, Миша Халидин. Совершенно верно, все правильно понимаете. Но по матрасам отрегулируйте. Все, я сейчас тогда по матрасам дам команду, скажу, чтобы все поубирали вместе. Добро. А вот еще одна фонограмма общения Сергея Юлиановича со своим подчиненным Човгуном Тарасом Григорьевичем, начальником отдела надзорно-исполнительной деятельности Управления внутренних дел Минского облисполкома, которому начальник УНИТ МВД дает четкие указания, что вопреки законодательству условия для задержанных должны быть сродни карцеру. Вот так, ни много ни мало, а именно карцеру. Алло. Товарищ полковник Човгун. Да. Ну что у вас там? Значит, подкорректировали все, скриншот я скинул. Там получается что? Там был один, а ваш этот сосед, скажем так, он заехал сегодня только, после суда, а до этого он был в дежурке, его сегодня суд рассматривал, я так понял, что сегодня, и на суде участковый дал ему телефон, то есть дали ему вещи, он по телефону там понаписывал всякой ерунды, позвонил там жене, и жена уже там тоже скидывала. Там я с веревчиком поговорил, и он мне все это объяснил, я говорю, ну ясно, то есть там наши не замешаны, там участковый дурень, блин. Вот, поэтому, ну, все подкорректировали, на скриншоте там видно, как бы все, сразу все сделали в одну камеру, там все, все нормально, привели в соответствие. И почитали начальник ИВС, начальник РОВД, веревщик, почитали алгоритм этот, все, потому что на район еще не дошел. Ну, все. Вот раз, у тебя должно быть, как в условиях, значит, карцера, белье и матрасы им вообще не выдаем. Круглосуточно? Круглосуточно, да. Круглосуточно. Да, вот позвони Ивану Соколовскому. Еще раз. А там же, насколько я знаю, они ж ночью выдают. Ну, видишь, не выдавать. Фактически, эта запись является прямым доказательством того, что в Беларуси с подачи так называемых правоохранительных органов и под их бдительным контролем совершаются пытки в отношении мирных граждан. Да, все эти действия именно так квалифицируются Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания. В нашей стране эти преступления против человечества мало того, что организованы и узаконены МВД и лично министром МВД, так еще и патронируются Советом Безопасности Республики Беларусь и лично начальником координационно-инспекторского управления секретариата Совбеза генерал-майором КГБ запаса Назаренко Александром Евгеньевичем. Именно Назаренко и отчитываются о правильных условиях содержания политических арестантов сотрудники УНИТ МВД Республики Беларусь. Да. Товарищ полковник, здравия желаю. Здравия желаю. Товарищ полковник, ездил сегодня с заместителем начальника управления с Совета Безопасности Казаков, такой Василий Викторович есть. Значит, ездили на тюрьму по команде Назаренко, ну, в Совбезе который. Значит, посмотрели там, что, как, чего, как они содержатся, фотографии поделали, там команда была тоже фотографии поделать, камеры с разных ракурсов, все. То есть человек как бы его устроило. Ну, я спрашиваю, что, какие замечания, может, ну, что-то подкорректировать надо еще. Ну, говорит, я не знаю, меня как бы все устраивает. Единственный вопрос возник с матрасами, с этими. Мы же их повыносили на коридор все, полностью забрали. Ну, что, матрасы на коридоре? Говорю, ну, раньше мы, говорю, давали им на ночь, только предоставляли место спальное, а так они скручивали на день. Потом, говорю, мы их позабирали все, потому что, ну, полностью. А чего? Я говорю, ну, команда такая поступила, мы забрали. А, ну, хорошо. Все. Поэтому завтра я справочно напишу по порядку содержания, там, что режим там какой, все, по количеству в камерах, что у них там перенаполнение имеется.
Вот. И с этой справкой в первой половине дня я еду к нему, фотографии распечатываю в цветном варианте, еду с утра к нему, он читает, смотрит, и идем опять к Назаренко докладывать, что там мы видели, что там как. Что, ну, точнее, что он видел, потому что я-то знаю, что там. Вдвоем идете? Да, команда Назаренки была вдвоем. Опять мы приходим вот во вторник, первой половине дня. Ясно, ну после этого ко мне. Да, я когда буду на месте, тогда отзвонюсь, какие там замечания, что если, подкорректировать. Хорошо, добро. Все есть. Но и это еще не все. С подачи министра Кубракова Управление надзорно-исполнительной деятельности бесцеремонно игнорирует даже те редчайшие требования прокуроров, по воле случая иногда вспоминающих о своих надзорных обязанностях, об устранении нарушений условий содержания административно задержанных и административно арестованных. К примеру, вот как отреагировало данное ведомство на требования Червинского районного прокурора к начальнику местного ИВС, капитану милиции Секерову Евгению Николаевичу, выдать постельное белье задержанному гражданину, который, как и рекомендует представитель Генпрокуратуры, обратился таки с жалобой на условия своего содержания. Да. Полковник Чоган. Да. Значит, ситуация такая. Обратился этот административно арестованный с, скажем, просьбой, с требованием позвать прокурора. Позвонили, значит, прокурору, сказали, что есть такое требование. Прокурор приехал в ИВС, это было вчера. Ну и, значит, в камере, когда при общении, как личный прием получается, он обратился, говорит, что вот у меня позабрали постельное, что нарушают мои права и так далее. Там, прокурор, кто прокурор? Прокурор или помощник Нет, прокурора? Прокурор Червинского района Лугин Дмитрий Анатольевич. Лугин Дмитрий Анатольевич, советник юстиции. Все, он, значит, с ним пообщался, ну и потом в кабинете начальника ИВС, это было, без участия этого административного, начальник ИВС Текеров Евгений Николаевич, капитан милиции. Кому требования Лагуна? Вот этому начальнику ИВС сказал, что выдавайте постельное белье, потому что если поступит официальное письмо мне, жалоба, я обязан буду реагировать. В соответствии с законодательством. Вот и все. А что, он ни начальника никого не видел? Нет. Начальнику доложили, начальника не было, он был в Минске здесь. Начальнику доложили, но прокурору сказали, что мы докладывать будем выше стоящему руководству и будем дальше рассматривать этот вопрос и действовать уже по указанию руководства. Ладно. Пока не выдают, пока работают, как мы определялись. Хорошо. Да. Товарищ полковник Чоган. Да. На месте уже. Значит, созвонился я с этим Сан Саныч Капутский, который забирал документы. Он докладывал на Назаренке, там все это, по ситуации по Червину в том числе. Вот сейчас я с ним созванивался, он сказал, все, работаем по распоряжению МВД, как вот указание МВД дает. То есть не поддаемся на провокации, да? Да. Я переспросил, говорю, то есть как мы вот делали, как я объяснял, да, говорит, все, так и делайте. Значит, сейчас я Роману Ивановичу доложил, он сказал, кратенько сбросишь прогалку конкретно по Червеню, кто конкретно звонил прокурору, значит, фамилия, имя, отчество, и кому конкретно, и когда, и что в своем устном требовании высказывал. Начальнику РОВД сейчас я позвоню, я понял. Да, то есть уточни все нюансы, перезвонишь, мы сформируем твою шпаргалку. Как говорит главный бандит страны, иногда не до законов. Помните? Или вот пример, как в апреле этого года сотрудники ИВС Бобруйского УВД пытались придержать прибывшего на проверку по многочисленным жалобам сотрудника Минской областной прокуратуры, не давая ему осмотреть камеры и позволив побеседовать с задержанными лишь в Следственном комитете. Да. Алло. Да. Добрый день, Сергей Ильянович. Добрый день. Рязанков. Да. Сергей Ильянович, вопрос один есть. Да. Я там не звонил вам Гаврильков по поводу прокуратуры? Ну, что-то такое, там он пробуркал, я так и не понял, что там, кто кому там, какие поручения давал и для чего это вообще. Прокурор области дал поручение в связи с вот этими публикациями все в интернете и жалобами по Бобруйску проверить Бобруйск, ИВС. Мы пробовали сразу придержать их помощника, но Минуточку, это уже после того, как был тот товарищ, да? Да. Еще раз проверить? Да. Посмотрели, сейчас они доложили в прокуратуру области. Сегодня мне звонил Силанович, зампрокурора области.
Вот. Ему поручил прокурор области разобраться, что там за ситуация такая, почему в неравных условиях находится. Вот мы-то в ИВС Бобруйске только разрешили прокурору побеседовать, просто без осмотра визуально, ну, под разными предлогами. Вот, но он в следственном кабинете беседовал с каждым из этих задержанных. Вот, побеседовали, какие там еще выводы, мы пока не знаем. Но в любом случае они говорят, что это чуть ли в плане, что не совсем допустимо отходить от норм положенности. Ну, пускай они делают то, что делают, а мы будем делать. Подобных свидетельств истинного отношения к закону со стороны так называемых представителей и слуг закона, а на самом деле карателей белорусского народа, множество. Байпол продолжит рассказывать о них, срывая маски с преступников. От ответственности не уйдет никто. В завершение сегодняшнего выпуска мы обращаемся ко всем патриотам Беларуси, а также к действующим силовикам и военнослужащим. Чтобы прекратить творящийся в стране беспредел и сохранить места службы в новой Беларуси, присоединяйтесь к плану Перамога. Рассказывайте о нем друзьям и близким. Настало время отстоять свою страну. Живе Беларусь!